Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз, старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? На пороге каких событий вы стоите? Буквально со дня на день. Давайте узнаем. Что изменит вас, а может быть и изменится ваша жизнь? И на картах старинного цыганского пасьянса мы смотрим именно события. Давайте узнаем, что же вас ожидает, что идет на ваш порог буквально со дня на день, что изменится, может быть, в ближайшие дни. Я должна сказать, что все же до 4 февраля как минимум планета Уран, поскольку у нас в ретро-движении, все то, что происходит у нас, каким-то образом или связано, или увязано с прошлым, или с чем-то нам уже хорошо знакомым. И когда ретро мы говорим, всегда с приставкой «пере». Переделать, пересмотреть, как-то переиначить, переговорить, может быть, перезаключить какой-то контракт, договор. У кого-то брачный, у кого-то по части работы. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад личная история каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Вот на те изображения, метафора, да, карт, переложите то, о чем вы сейчас думаете. Какую подсказку вам пытаются дать карты, или к чему приготовить, может быть, или рассмотреть этот самый альтернативный вариант. Может быть, в какой-то момент, знаете, как пространство меняет конфигурацию. Я такое допускаю. Итак, на пороге каких событий вы стоите со дня на день, мои дорогие рыбы и рыбки? Что же там за события идут в вашу жизнь? Радость идет в вашу жизнь. Венок– это радость. А что еще идет в жизнь рыб и рыбок? Победа идет. Так, что нам еще расскажут карты? Знаете, вам нужно себя беречь, много о себе не говорить. Змея. Чем меньше о вас знают, тем вы спокойнее спите. Может быть, какие-то конфронтации вам придется как-то избегать или сглаживать, или не участвовать. Потому что по змее, тут, конечно, у каждого по-своему, змея ведь она обычно наблюдает. И, может быть, кто-то беспардонные вопросы, к примеру, вам будет задавать, давать вам какие-то советы. Вам тут нужно быть все-таки на своей волне. Может быть, о себе много не рассказать, значит, себе потом сказать спасибо. Такое тоже, да. Ну и сами включите вот этот змеиный режим. Все-таки у нас год змеи пока еще продолжается. И змея, она наблюдательна. Вот вам тут, знаете, как сорока на хвосте принесла, ну так, аллегорически говоря, какая-то молния, да, молниеносное известие может быть. И это может быть фейк. Может быть, специально нарочито вам что-то говорят, переворачивая какую-то информацию, подают ее, ну, за правду какую-то, а вам нужно будет обязательно это как-то переосмыслить. Может быть, к вам это не имеет напрямую отношения. Или кому-то, может быть, и нужно так вот где-то бочком как будто протиснуться, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Может быть, какая-то ситуация. Змея ведь это обман и зависть еще, мои дорогие, поэтому берегите себя. О своей личной жизни, например, никому ничего не рассказывайте. Правда, зависть может быть, а почему нет? У вас подкова– это символ удачи, но в этом пасьянсе семейное счастье. Поэтому для кого-то вопросы именно личной жизни в центре внимания. Причем со смыслом счастья, радости, мои дорогие. Что-то вас радует. Ну, может быть, вы радуетесь. Кто-то пытается у вас как выведать какую-то информацию. Не рассказывайте о себе. Наверное, поставьте какое-то табу. И будьте, ну, даже если вы, к примеру, не делитесь не то, что даже с теми людьми, которые вам не очень хорошо знакомы, но, может быть, даже и те, которые хорошо знакомы. Тут ведь бывает и такая конфигурация, когда мы кому-то, допустим, доверяем, и люди к нам относятся хорошо. Но даже иногда среди родственников бывает такой момент, когда когда что-то начинаем менять, мы для наших близких становимся несколько непредсказуемыми, и поэтому нас могут от чего-то отговаривать, думая
или будучи уверенными, что они для нас делают добро. Вот вам нужно самим чего-то не упустить. Дважды, мои дорогие, потому что здесь колчан со стрелами – это полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, я не берусь судить, но то, что желание исполнится, какое-то очень важное, или какая-то тема, может быть, она связана у кого-то именно с личной жизнью, может быть, с местом пребывания, или когда вопрос по работе решается. Поэтому тут что-то нужно и не упустить. Вот смотрите, тут какая-то важная веха может быть вами как пройдена со дня на день, или вы сами примете какое-то окончательное решение, после которого наступает как спокойное течение жизни. Может быть, вам и придется и информацию дополнительную искать по тому или иному вопросу. Но тогда точно жизнь пойдет с правильной ноги. Больше ясности. Больше спокойствия, больше уверенности. Победа, потому что, да, вот это радость. Но есть вот какая-то змея, поэтому будем осторожными. Что мы можем еще соединить? Я смотрю в нашем пасьянсе. Мы можем соединять, в принципе, то, что находится в крайних рядах. По вертикали, по горизонтали. Сердце – это любовь. Именно любовь, мои дорогие. Или вопросы личной жизни, вопросы пары. Может быть, поскольку у нас подкова, опять же, вопросы дома, место пребывания, проживания, может быть, у кого-то связано с переездом, и я такого тоже не исключаю. Ну вот больше я не вижу совпадений, вроде как ничего мы не можем соединить. И давайте пойдем с вами дальше. Что для вас прояснится со дня на день, в ближайшие дни? Мои дорогие рыбы и рыбки, что прояснится для рыб в ближайшие дни? Достанем такую карту. Что уйдет? А может быть, вы завершите сами. Или, как знаете, до логического конца довели, поставили точку и уже себе сказали, все, вот мне уже туда, куда-то не надо. А что нового идет в вашу жизнь и войдет в вашу жизнь, или будет вами, может быть, пересмотрено и как-то продолжено. Давайте, так что ж там прояснится? Ну, какая-то очень знакомая история. По десятке жезлов это нам тут что-то надоело. Это как груз вот этих метелок, да, или метел. Карты Таро ведьмочек. Вот как будто вязанку эту ухватили и в гору тянем. Или находимся в каком-то привычном, или находились. Ведь десятка это тут тоже по максимуму. Да, это не старший аркан, но это тем не менее что-то подходит к завершению. Когда нам самим уже или мы устали, или нам надоело, или так дальше продолжаться не может. Но по этой карте тут действительно какая-то тема, которая вам самим, может быть, уже как ноги куда-то не идут. Или когда вам что-то уже хочется поменять. Здесь хочется, может быть, и где-то отдохнуть по аркану умеренности. Но, тем не менее, в первую очередь, это карта баланса, да, вот как будто стоя на одной ноге, держать баланс придется. Может быть, с некоторыми персонажами, и я такого не исключаю. Может быть, это вы вынесете как окончательный вердикт для самого себя или самой себя, что вот как прежде я больше продолжать не буду. Но для того, чтобы какие-то силы уравновесить или провести диалоги сложные, или кому-то как оповестить, сказать, что вот нет, теперь как-то будет иначе. Вот вам этот баланс будет совершенно необходим. Тут есть какая-то история, которую нужно как бы перестроить. Так что же еще прояснится? У вас может проясниться ситуация, которая связана либо с приходом денег, либо по работе. И вам какую-то работу, уже вам знакомую, скорее всего, ведь по этой карте мы, ну, уже достигли какого-то уровня, есть какая-то работа, в которой вы профи, или вы знаете, как это делается, или вы делаете это очень хорошо, это вам приносит деньги, и это нужно продолжать. Может быть, где-то вы подустали, у кого-то много работы, но тогда карты вот все три будут говорить, что, ну, как будто работы будет много и дальше. И может быть, денежная, кстати, ситуация, которая, когда вы кому-то помогали, вы в чем-то участвовали, и вы теперь будете, ну, увы, вынуждены пересмотреть и как будто сэкономить, и кому-то сказать «нет». И тогда вот это дипломатия.
Она вам совершенно необходима. А вы люди, наделенные эмпатией. Но, видимо, вам нужно как-то красиво свою идею подать, потому что по этой карте мы все-таки, если по части финансов, деньги есть, деньги будут. Но восьмерка, одна из лучших, кстати, карт в колоде на работу и на деньги. Но она подразумевает, что мы, ну, денежку так сохраняем. И карта говорит, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот, видимо, вы будете определяться, что вы будете продолжать, а может быть, кому вы будете помогать, в чем вы будете участвовать, и кому вы красиво, элегантно будете говорить «нет». Потому что ваша какая-то ситуация денежная, ну или, может быть, это как поставили перед собой «строите карьеру», да? Тут тоже надо себя беречь и смотреть в оба. Ну и вот по деньгам-то тоже, скорее всего. По крайней мере, так на ближайшие дни. Что уйдет или что вы завершите? Какая-то задвоенность или, наоборот, раздвоенность, какой-то такой двойной вариант. Может быть, по этой карте кто-то может завершить обучение, потому что по пажам это, с одной стороны, это вестники, может быть, вы услышите какую-то новость, да, и вы надумали, может быть, это и прежде даже было, да, как дополнительное какое-то образование или, может быть, пройти какие-то курсы, вот кто-то может завершать. Вы можете точно так же завершать какие-то прежние ваши идеи, как будто фильтровать. Раньше вы думали, что это имеет смысл, а теперь вы видите, что ну нет, эта идея как будто не принесет толку, что вы еще завершите. Потому что вы можете еще завершать по семерке жезлов, это когда нас буквально вот достать пытаются, да? Потому что у каждого вот из этих 7 персон, из 6 точнее, да, одна все-таки один жезл, как волшебная палочка в руках нашей ведьмочки, а вот 6 пытаются достать. Но каждый имеет свой интерес, он тут на своей волне. Вот у вас какой-то период, когда вокруг вас какая-то разобщенность присутствует. Правда, пытаются, может быть, вас приобщить к каким-то делам, вас на что-то уговорить, к чему-то склонить, и вы тут будете словно отметать вот эти вот ненужные какие-то, может быть, мысли-формы, или какие-то предложения, или свое участие в чем-то. Что это еще? Давайте, что же уйдет? Или вы завершите? По королю Пентаклей тут знаете как? Кто-то может менять работу, это правда. Или, может быть, вы завершите для кого-то, кстати, иногда по семерке жезлов, была какая-то конфронтация, может быть, с человеком. Или вы сами от чего-то отказались. Потому что король Пентаклей – это ресурсный человек. Да, он великий консерватор, это правда. Но это те люди, которые прочно стоят на земле. Может быть, это у кого-то конфигурация, которая связана именно либо с работой, либо с руководителем конкретно. Но, видимо, вам тут правильные какие-то, может быть, диалоги придется провести. А вот интересно, давайте тогда давайте карту совета станем по части того, что уходит, как вот вам действовать, потому что тут персона. Ага, император. Тут что-то связано и с законом, и кто-то из вас, правда, может менять работу, менять или пересматривать даже, как перезаключать какие-то договоры, или, может быть, вам даже придется в какую-то инстанцию отправиться, чтобы понять, как вам нужно что-то оформить. Или, может быть, что-то и завершить. Так, чтобы, опять же, и волки сыты, и овцы целы. Вот без баланса не обойдешься. Тут, условно, я могу предположить такая ситуация, что вам и себя нужно сохранить. И сделать или увязать это как-то с законом. Ведь по аркану императора это именно власть, порядок, система, структура. Вот как совет, вам нельзя идти против власти, вам нельзя против каких-то норм или того, что принято в вашем обществе. Вот, может быть, вам где-то уже король Пентаклей тоже дает совет, будьте сам рыбы, будьте консерваторами. Потому что одно дело импульс, но, наверное, сейчас не на импульс. А я вас тут уже говорила, информировала. Молниеносное известие, рядом змея. Вас, ну, знаете, вот есть такое слово «подначивать», да? Как специально вас
Ну, кто-то может словно дергать, да, или вам какую-то информацию доносить, и вам нужно очень хорошо понимать, что имеет место быть, а что нет. Что же еще, какой еще совет? Ну, баланс это точно. Но и выбор, мои дорогие, еще один старший аркан. Возможно, вы будете перед выбором стоять. Что же вы выбираете? И у кого-то это будет касаться личной жизни. Все же в этой колоде аркан влюбленный, но также и когда мы словно на развилке, на распутье. И не случайно, наверное, мы сказали или спросили, что уйдет. А вот нам, Паш, какая-то ситуация у вас может новая сложиться или вопрос. Может быть, он и связан с кем-то или с чем-то, то, что вам знакомо. Но сама ситуация, она какая-то обновленная. Это точно. Потому что Паш. И мы словно на развилке направо-налево. Вот что-то такое у вас может проиграться. Вам нужно делать какой-то определенный выбор. Или, может быть, заручиться чьей-то поддержкой. Ладно, так а что же нового придет в вашу жизнь? Праздник, мои дорогие. Может быть, это как работа и в команде. Давайте еще что нового войдет в вашу жизнь или будет вами продолжено. Вы знаете, вы тут можете решить какую-то тему или что-то вас будет воодушевлять. Тут все-таки важно не замечтаться, быть реалистом. Точно. Вот вам говорят, тут нельзя, к примеру, если вам кто-то помогал или какая-то у вас в чем-то, да, в какой-то сфере вашей жизни, у вас прочная позиция. Вот этим нельзя рисковать, потому что карта иллюзорного успеха. Мы можем тут себе додумать всего, чего хотите, но это всегда карта говорит, что ты потом подзастрянешь вот в этих иллюзиях. Словно розовые очки мы на себя надели, и нам кажется, может быть, радость-то и есть, да, но тогда эта радость ее тоже с какими-то более такими, ну, четкими мыслеформами нужно перекладывать на реальность, потому что мы рискуем именно подзастрять. Что-то у вас получается или какое-то известие приходит, правда? Вот посмотрите, еще одна карта паузы. Что нового войдет в вашу жизнь? То есть если вы какие-то делаете такие, знаете, выносите резкие вердикты, то следом может последовать какая-то продолжительная пауза. Берегите себя. Не выносите вот этих каких-то колючих вердиктов. Может быть, я такое допускаю со дня на день у кого-то, ну, правда, либо отпуск, либо много праздников. Может быть, это вы дополнительный какой-то мини-отпуск тоже взяли, чтобы отдохнуть и привести, кстати, мысли в порядок. Об этом нам говорит карта. Ну и опять же, не подзастрянь, вот как будто метла стоит, шляпа висит, а в углу уже паутина. Давайте карту совет достанем. Совет десятка кубков. Любовь, счастье, новое качество жизни, семья, вопросы дома. Или, опять же, вопросы, связанные с детьми, с семьей, с парой. Но вот есть что вам сохранять. Поэтому рисковать точно не нужно. Но и наступить на горло собственной песни тоже. Поэтому, видимо, вам, мои дорогие рыбы и рыбки, без этого баланса никак не обойтись. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и пишите мне волшебные и очень добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой телеграм-канал, кому это удобнее. Я именно на телеграм-канале публикую весь контент или ссылки на контент, который находится на разных каналах YouTube, а также в моем сайте. Может быть, для кого-то эта форма более удобна. Переходите, я вам буду искренне рада. А я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.